Всем привет. Я очень часто слышу, что вам никто не нужен, да, я там самодостаточная, но это на людях. Вот из моего опыта общения с женщинами я сразу скажу, любая хочет любовь, даже самая, как говорится, снежная королева. Все хотят любовь. Поэтому давайте дедушке врать не будем, как говорится, нос задирать из-за гордости вверх, да? Нос мы можем загибать. Я заговорился. А носик мы можем держать по ветру вверх только когда нам радостно, но никак не из-за гордости, что я такая раз такая. Мы и так знаем, да, что ты такая раз такая. Итак, я сегодня с тобой побеседую про вторую половинку, когда встретишь. Но будет этот расклад с психологическим уклоном. Люблю психологию, ты меня уж прости, ну прям обожаю прям. Итак, видите перед собой 3 колоды карт. Выбирайте свою колоду и будем начинать. Первый, второй, третий вариант. Все колоды мои, автор я. Одна сделана ИИшкой, это колода нейроведьмы и деда номер 3, то есть у третьего варианта. Вторая колода сделана только ручками, рисована красками, карандашами и переведена в цифровой формат. Там на одну карту уходило чуть ли не месяц. И нейроведьма и деда 2 это, как сказать, это не ИИшка, но и не красками. Вот я не знаю, как объяснить, это в фотошопе сделано. Где-то ручками подправил, где-то сгенерировал кусочек. В фотошопе я имею в виду не с помощью каких-то там Midjourney. Потому что с помощью Midjourney колоды нельзя делать, если вы не знали, потому что кто не читал Midjourney, этот, как его называется, как сказать, устав или правила, то все картинки принадлежат Midjourney. Ну и, соответственно, другие ваши картинки видят и могут ими пользоваться. А это Photoshop и так далее. Все колоды эти вы можете распечатать, их в продаже у меня нет, я не продаю колоды свои, но я с радостью вам даю эти колоды, чтобы вы продавали и денег зарабатывали, потому что я не скряга, я не крохобор, да, как любят говорить. Поэтому, если вы заработаете денежку на колодах, я буду только рад, независимо от того, в какой стране вы находитесь. Итак, да, макеты колод уже готовы к печати, они сделаны профессионально, все как надо, там смик, вот этот, как его, формат смик на PDF, чтобы проще было, и дизайнерам не надо ничего платить, просто скачиваете, на флешку кидаете или там на почту типографии кидаете, они вам распечатывают, и вы забираете. Но доступно только у проживающих Аркана. Вот это вот запомните, потому что... Ну, а чё нет? Вот. Итак, я думаю, что давайте начнем наш расклад. Я, как говорится, настроился. Первый, второй, третий вариант. Все колоды мои. Давайте начинать. Единички. Все карты читаем парно. То есть сочетание карт, они по одной. Когда встретишь ты вторую половинку?
Как всегда, напомню, у меня передо мной бумажка с вопросами, и давайте начнем. Когда встретишь вторую половинку, ну тут же понятно, да, по картам. Встретишь тогда, когда начнешь перестать искать. Начнешь перестать искать. Дедушка старый, дедушка сболтался. Когда перестать будешь? Да что ж такое, когда перестанешь искать? Сейчас, потому что я тебе объясню, потому что ты в таком состоянии, что готова зацепиться за любого мужика, лишь бы не быть одной. А судьба ждет, когда вот ты поймешь, что тебе и одной хорошо-то живется. Не то, что хорошо, классно тебе живется хорошо. Да что ж так, я сегодня коверкаю как могу. Потому что ты можешь одна и шоколадку съесть, и даже две, и ни с кем делиться не надо. И вот когда у тебя будет полный порядок в жизни, ну там, интересная работа, классные подруги, которые косточки не промывают друг другу, да, классное хобби. Вот ты встретишь его в тот момент, когда ты будешь абсолютно счастлива сама по себе. Придешь домой вот после хорошего дня, сядешь такая с чашечкой зеленого ромашкового чая, посмотришь на свою жизнь, да, и подумаешь, а у меня все хорошо. Мне ничего не нужно добавлять. И вот именно тогда судьба пошлет тебе мужика. Это произойдет, когда ты полностью сосредоточишься на новом деле. Может, знаешь, сменишь работу, а может, займешься творчеством. Вот в любом случае у тебя появится что-то, что будет полностью занимать твои мысли. И ты даже не будешь думать там про мужиков и так далее, потому что ты будешь увлечена своим проектом. А еще я вижу, что встреча произойдет, когда ты вот окончательно поймешь, что ты заслуживаешь самого лучшего. Когда перестанешь соглашаться на отношения там из жалости, из одиночества, из страха, вот это все. Только когда поднимешь свою планку до небес, к тебе придет тот, кто этой планки достоин. Каким он будет? Но он, знаешь, он семейным будет прям до мозга костей. Это тот мужик, который вот с детства мечтал о жене, да, о детях. У него была большая вот дружная семья. Он племянников обожает, помогает родителям. Для него создание семьи — это главная цель в жизни, а не какое-то там приятное дополнение, понимаешь? Он будет совсем молодой душой, кстати. Хотя возраст у него может быть любой. Он, знаешь, в душе мальчишка, который вот радоваться простым вещам умеет. Может вот расхохотаться от глупой шутки и не бояться, что его кто-то не так поймет. Или там заплакать от там, просмотра «Титаника». Может даже играть с собакой часами. У него, знаешь, у него детское любопытство ко всему новому и интересному. И этот мужик, он, знаешь, он прям прирожденный романтик. Не из тех, кто дарит цветы по календарю, да, а вот из тех, кто сам придумывает романтические сюрпризы. Может даже вот среди ночи тебя разбудить, чтобы показать там, смотри, какая красивая луна. Ну или даже он прям вот супермен, который завтрак в постель может приготовить, даже если у него, как сказать, ну, даже если повода нет. Просто вот настроение хорошее, понимаешь? Но есть проблема эмоциональная. Иногда это хорошо, а иногда это плохо. Ну, то есть эмоциональный мужик, сами понимаете, да? Он не скрывает чувства, не стесняется показать, что ты ему дорога. Он вот весь такой раз такой. Если соскучился, об этом скажет. Если расстроился, то тоже молчать не будет. Если счастлив, то от радости светится, как светофор. И вот с ним ты всегда будешь знать, что у него на душе, потому что он притворяться не умеет, как дед. Ваше совместное будущее, ну, знаешь, по этим картам, ваши отношения, они очень активными и познавательными будут. Вы постоянно что-то будете вместе изучать новое. То там на курсы языка запишетесь, то в путешествие поедете, то там вместе пазлы будете собирать. Ему, знаешь, ему будет интересно с тобой мир открывать.
А тебе будет интересно делиться с ним впечатлениями, потому что, ну, он не сухарь, понимаешь? Это вот одни из тех редких людей, которые: какие у тебя эти, как их забыл, это, ну, ногти, но по-другому говорится. Какой у тебя красивый маникюр!» Вот, вспомнил. Вот он прям вот такой человек. У вас будет много новых эмоций, много переживаний тоже. Каждый день принесет что-то неожиданное вам. Не потому, что жизнь будет нестабильна, нет, потому что вы оба любите новизну. Вам никогда друг с другом скучно не будет. Но я кривить душой не буду, не бывает отношений, где ругачек нет. Но вот эти свежие идеи постоянно. Это вот, давай по-другому объясню, смотри. Например, вы поругались, да, там лет через 5. Сидите, дуетесь друг на друга, минут 15 так примерно. И потом он такой: «Слушай, Люда, а давай-ка мы с тобой завтра или прямо сейчас поедем-ка на рыбалку». И все, как будто ссоры и не бывало. И знаешь, самое классное, что у вас будут очень чистые искренние чувства. Никаких вот этих игр, никакого притворства, никаких недомолвок. То есть вы будете реально друг друга любить открыто и честно. Вот как дети, да, которые лгать не умеют и не боятся показывать свои эмоции. Вот так вот. И знаешь, что я еще вижу? Ваша любовь, она будет расти с каждым днем. Не остывать, как вот в 99% случаев, да, а становиться сильнее и глубже. Потому что вот вы будете постоянно узнавать друг друга с новых сторон. Каждый день будет, знаешь, он находить в тебе что-то будет, что больше его будет восхищать, а ты в нем. И вот вы, как сказать, погрязнете друг другу по уши. Вот, а по-другому никак. Совет. Ну, знаешь, тут тебе нужно стать активной вот инициаторшей в поиске любви. Дома не сиди, не жди, что он сам придет. Не придет. Записывайся на курсы разные, на мероприятия ходи, там знакомься с новыми людьми. Но делай это не с целью мужика найти, нет, а чтобы свой кругозор расширить и удовольствие получить. То есть будь открыты к новым знакомствам, но не отчаянно, ни в коем случае. Чем отчаяннее ищешь отношения, тем больше тебя эти отношения по голове бабахнут. Вот запомни, это всегда так будет. Всегда закон вселенной работает. Чем сильнее тебе нужен мужик, чем козлиней он тебе попадется. И вот знаешь, когда тебя кто-то заинтересует, да, не бойся проявлять инициативу. Сама предложи встретиться, сама напиши первое, сама скажи: «Давай-ка сюда свой номер телефона». Я так женился один раз. Современные мужчины же что? Активных девушек любят, которые знают, чего хотят. И еще очень важно, сохраняй романтичность, потому что у тебя, я вот не знаю, как назвать, не камешек в груди, да, как из песни популярной, а вот, ну как уж популярной, в 90-х. У него гранитный камешек в груди. Нет, знаешь, у тебя... Ты немножко циничный сейчас становишься из-за прошлых разочарований. Так вот, верь в любовь. Мечтай о прекрасном принце никто не запрещает. Настраивайся на лучшее. Если у тебя все мужики козлы, все мужики мудаки, то такие будут только приходить. Подобное притягивает подобного. Посмотри, у любой женщины злой есть ли мужик нормальный? Нет. Они или одиноки, или прихвостень. Ну, который постоянно гривой кивает, да, такой полумужичонка. Поэтому чем ты романтичней там и так далее, тем хороший мужик. И понимаешь, нужно помнить, что твой мужчина очень чувствительный будет. Поэтому научись быть нежной, научись быть ласковой, не груби, не вот это вот, как его, сарказмируй, или как вот называется, когда ты вот сарказмом пышешь.
Мягко говори, обнимай чаще, заботу показывай. Он тебе ответит тем же. Это как, знаешь, как дикого зверя надо приручить. Ладно, давай мы перейдем ко второму варианту, а то двоечки заждались, а ты, если хочешь эту колоду, то пожалуйста, да, никто не запрещает. Итак, давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Читаем карты парно. Передо мной бумажка с вопросами. И когда ты встретишь вторую половинку первого вопроса. Ну а ты, знаешь, ты сейчас сидишь и нос воротишь от всех мужиков, которые к тебе подходят. Те, кто впишет в соцсетях, они вообще не твой уровень. Те, кто на работе там флиртует, они скучные. Коллега симпатичный, но женатый. Сосед неплохой, но без денег. Ты стала привередливой, что даже никто тебе не подходит. И знаешь, что это правильно. Ты думала, что я ремнем буду? Нет. Ты просто наконец-то поняла, что ты заслуживаешь лучшего. Ты не готова встречаться, вот как говорится, с кем попало, да, лишь бы не быть одной. У тебя есть четкие требования к мужчине, и ты не собираешься от них отступать. Знаешь, вот как вы мне пишете, да, постоянно, лучше одна, чем с кем попало, да, чем с неподходящим. И это правильно в твоем случае. Вот твоя половинка появится тогда, когда жизнь резко изменится. И это произойдет неожиданно и быстро. Или тебе новую работу предложат в другом городе, или ты чего-то такое вот, как сказать, может, выиграешь, да, в лотерею. В любом случае, твоя жизнь круто изменится, и вместе с переменами припрется он. Встреча, она, знаешь, будет именно в момент больших перемен. Когда ты будешь решать вот важные вопросы, да, там документы подписывать, менять жизнь кардинально. И вот в этой как раз суете, в этом хаосе ты на него наткнешься. Судьба, она, знаешь, специально устроит так, чтобы ваши пути пересеклись. Причем именно тогда, когда ты будешь готова к серьезным отношениям. Каким он будет? Да бойцом настоящим будет. Он, знаешь, он не из тех, кто вот сдается там при первых трудностях, да, не ноет он ни в коем случае. Ему всю жизнь приходится за все бороться. За работу, за деньги, за уважение, за все. У него много конкурентов. Завистников у него не меньше. Но он всех переигрывает своим вот этим умом хорошим, да, и упорством. И этот парень, он, знаешь, будет стоять на пороге большого успеха. У него какая-то классная возможность появится заработать вот денежки серьезные. То ли новый бизнес, то ли какой-то контракт выгодный. Вот что-то такое, что полностью изменит его денежное положение, финансовое положение. Он умеет возможность там видеть, где другие проблемы одни только встречают. Еще он амбициозный и целеустремленный. Он, знаешь, не тот, кто будет довольствоваться малым, да? Ему нужно вот прям вот как в попе скипидар, да? Ему всегда нужно быть лучшим во всем. Поэтому он постоянно учится, постоянно развивается, новые способы заработка ищет постоянно. У него всегда и Б-план всегда есть, и В, и С, и так далее. Но, знаешь, самое важное,
он будет готов делиться своим успехом с тобой. Он не жадный, нет, не скрытный, ни в коем случае. Когда у него дела вот в гору пойдут, он захочет, чтобы ты была рядом и наслаждалась вот этими результатами вместе с ним. Потому что многие мужики как? Получат много денег, да, сразу идут к молоденьким, бегут вот к этим всем и так далее. А он нет. Он вот: пойдем со мной, я тебе там шубу куплю, да, например. Радуйся. Ну, как не так сказал, не так скажет там радуйся, да, а вот ему интересно будет, чтобы ты улыбалась, чтобы ты разделила вот это счастье с ним. Ну и понятно, да, ваше совместное будущее тут даже трактовать не нужно. Очень много конфликтов. Не думай, что вот все будет так гладко. Нет, вы оба сильные личности. Каждый из вас привык быть главным, а тут два главных встречаются. А всегда что? Всегда главный может быть только один. И что это значит? Искры, буря, безумие и так далее. Вы будете постоянно выяснять, кто прав, кто виноват, кто уступить должен. Особенно вот в начале отношений, да, когда притирки, когда еще будете учиться понимать друг друга. Но эти ссоры, они научат вас быть проще и легче. Поначалу будет каждый конфликт казаться, знаешь, вот мы расстаемся, ты мне не нужна, пошла на, пошел на. Вот примерно вот так. А потом просто вы дойдете до того, что просто поймете, что это просто часть отношений. Вы научитесь ссориться и мириться, не накапливая говнишко внутри себя. Будете, как говорится, утром ругаться, а вечером уже смеяться над тем, из-за чего ругались. Ваши отношения, они будут вот веселыми, легкими. Да, спорить будете много, но не злобно. А вот азартно. Вот как дети в войнушку играют же. Поругались, сразу забыли. Обиделись, через час уже шутите. У вас тяжелых вот этих многодневных молчанок не будет, серьезных драм тоже не будет. И самое классное, вы научитесь превращать любые проблемы в приключения. Денег нет, придумайте, как время там без денег провести хорошо. Машина там сломалась, устроите там прогулку романтическую пешком. Дождь идет, планы испортил, останетесь дома, будете дурачиться, кино смотреть. И самое страшное, да, сухари, печеньки под одеялом есть. Понимаешь? Совет. Тут простой совет, только как озвучить его. Тебе нужно взять свою жизнь под полный контроль. Вот хватит ждать, что что-то изменится, само собой ничего не изменится. Хочешь встретить этого мужика? Создавай условия для этого. Ходи туда, где бывают успешные люди, а он успешный. Развивайся сама, чтобы быть интересной такому мужчине, понимаешь? А еще готовься много над отношениями работать. Потому что, знаешь, с таким сильным мужчиной легко не будет. Ну, ты скажешь, я хочу, такого хочу, я хочу себе императора. Вы многие говорите мне, я хочу себе императора. Но он же вас раздавит. Раздавит. Вот мы с тобой будем встречаться, да, например? Так я ж тебя раздавлю. Я ж тиран Тираныч. Вот. Поэтому не хотите императора и так далее. Хотите своего. Желаете, точнее, не хотите. И вам придется учиться договариваться с ним. На компромиссы где-то идти, да, где-то себе на горло наступать. Общий язык, чтобы найти. Но, знаешь, это того стоит. Потому что в итоге у вас будет крепкие, вот честные отношения. И знаешь, с таким мужиком не бойся конфликтов. И их не избегай. Иначе что? Он тебя подомнет под себя. Лучше сразу выяснять все вот эти спорные моменты, чем потом копить вот эти обиды, говнишко, да, и через 5 лет разводиться. Прямо ему говори, что тебе не нравится, что ты хочешь изменить, где ты ему хочешь леща дать. Понимаешь?
И он тоже правду будет говорить. Ну, леща он тебе вряд ли давать будет, но ты ему регулярно давай. Прям записывай себе в блокнотик. По пятницам, там в 16:00 даем леща. Поначалу будет тяжело. Будет, но зато потом вы будете друг друга с полуслова понимать. И самое главное, к переменам в жизни будь готова. Этот мужчина, он, знаешь, он все изменит, где ты вот там, где ты живешь, чем занимаешься, как время проводишь, все изменится. Но этого не бойся. Все изменения, они к лучшему будут. Просто доверься ему, доверься своей интуиции, увидишь, что твоя станет жизнь ярче, интересней, ну, конечно, с лещами. Обязательно подписывайся на канал, если вот эту колоду хочешь, да, или другие из других вариантов, то на Бусти они доступны к скачиванию и распечатке. Готовые макеты, никому ничего за дизайн, за дизайнерство, за макет платить не нужно. Макет профессионально готов к печати. Ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии на Бусти. Итак, давайте перейдем к третьему варианту. Троечки-затейницы. Сегодня у нас спокойный расклад, да, когда ты свою половинку встретишь, как чего совет. Передо мной всегда бумажка с вопросами. Если эту колоду хотите, которую видите, да, или колоду из первого или второго варианта, ссылка на макет на Бусти. Да что ж такое, я заговорился. Ссылка под видео на Бусти в закрепленном комментарии в описании к этому видео. Макет готов к печати, никому никакой, ни за какой дизайн платить не нужно. Просто скачиваете себе там на флешку или еще куда, или сразу на почту в типографию отправляете, и вам ее распечатывают. Ну, распечатка колоды... да, кстати, из первого варианта, который колода новая, это картон 350, ламинация матовая 125. Это на всякий случай, да, потому что эти вопросы часто. Вот. Когда встретишь ты вторую половинку, карты парной читаем. Когда будешь кому-то деньгами помогать, а как по-другому никак не прочитаешь. Звучит странно, но вот именно так. То ли подруге нужно будет занять, да, то ли брату вот, или родителям на ремонт. Ты дашь деньги. А потом ты будешь сомневаться, правильно ли ты поступила. И сидеть думать, вернут, не вернут, обманут, не обманут, а вдруг зря потратила. И вот когда ты будешь в сомнениях, он появится. Ты будешь, знаешь, мучиться с выбором. То ли требовать долг обратно, или еще подождать, и злиться на себя за доброту будешь. Ну или гордиться своей щедростью, конечно, можешь. И ты, знаешь, не сможешь решить, как правильно поступить. И вот встреча произойдет именно в этот момент, когда у тебя внутри вот эти терзания будут. Когда ты поймешь, что быть хорошей для всех — это, не всегда правильно. Что иногда про себя нужно думать, а не только о других. И, конечно, он увидит тебя вот именно в таком состоянии, когда ты будешь мучиться, сомневаться, не знаешь, как быть. Именно вот это его зацепит. Не твоя красота, не твоя успешность, а твоя вот эта, вот как слово-то сказать, человечность, что ли. То, что ты живой человек с настоящими проблемами, переживаниями, а не вот эти вот, которые ходят, губы себе надули, да, пельмени, и ходят такие, у меня нет проблем, а вот. Все это я в свое ушел куда-то. Поэтому свои сомнения не прячь, потому что они тебя к мужику, к твоему приведут к будущему. Каким он будет? Он, знаешь, строгим и требовательным будет.
Он, знаешь, он привык все контролировать, всех поучать, прям как я. На работе он начальник, дома тоже главным хочет быть. Всегда пульт у него от телевизора, и он главный. Ему важно, чтобы вот все по правилам. Если он сказал встретиться в 7, то значит там без 5, без 2 минут 7 уже ты должна быть там-то, не минутой позже. Если решил, что будет экономить, значит будет экономить. Но при этом он мечтатель, конечно. У него всегда куча идей, как лучше жизнь сделать. Хочет домик за городом купить, свой бизнес открыть, поехать жить в другую страну. Все хочет. Постоянно планы строит на будущее, да, пытается воплотить их, конечно. Он не бездельник, нет. Он не из тех, кто вот просто мечтает. Он, знаешь, он реально делает шаги вот к своим целям. И этот мужик, он очень умный. И расчетливый, конечно, тоже. Перед тем, как что-то купить, он, знаешь, как вот эти меня люди такие бесят, когда вот долго вещь выбирают, вот как машину покупают. Вот он такой же. Он отзывы изучит, цены сравнит, просчитает выгоду, где там, не там, сколько стоит, сколько не стоит. То есть он, знаешь, он не совершает импульсивных покупок каких-то или там необдуманных поступков не делает. Он всегда знает, сколько денег на что и потратил. Он, знаешь, как сказать, вот учет ведет доходов, расходов. А еще он будет смотреть далеко вперед. Он одним днем не живет. И про пенсию думает, и о детях думает, и как дети еще не родились, а он уже думает, как они пойдут в институт. И знаешь что? От тебя он требовать того же будет. Он захочет, чтобы ты тоже будущее пропланировала, да, а не тратила деньги там на всякую ерунду. Поэтому приготовься к тому, что твоя легкомысленность его будет раздражать. И тут все просто. Ну, совместное ваше будущее. Вы как команда отлично. У вас получится создать что-то свое. То ли вместе какой-то проект, то ли общее дело, то ли бизнес общий. И ты будешь вот отвечать за людей и отношения, а он за планы и организацию. И вместе вы сможете добиться очень хорошего успеха, которого поодиночке вы никогда бы не достигли. Даже если он один, он без тебя бы этого не добился. Или ты одна, без него вот этого бы не... Вы друг друга команда. Но потом полный крах будет. Все, что вы будете строить, рухнет. Бизнес закроется, планы сорвутся, деньги потеряются, и это очень больно будет. Особенно для него будет. Он будет прям, знаешь, как сказать, вот волосы на голове рвать. Ну, образно. Потому что он тщательно все планировал. Он так старался предусмотреть все риски, но все к чертям полетит. И этот кризис, он, знаешь, это будет проверка ваших отношений на прочность. Потому что он будет винить себя за неудачу, да, злиться, что не смог все предусмотреть, а тебе придется его поддерживать и не дать ему сломаться. Ты скажешь: а чё, я взрослому мужику мамочкой буду, что ли? Нет, это есть отношения. Тебе нужно будет показать, что ты любишь его не за успехи, а просто потому, что он есть. И знаешь что? Именно вот этот крах сделает по-настоящему вас близкими. Когда у людей все хорошо, они не знают друг друга по-настоящему. А вот когда беда, то видно, кто чего стоит. И вот вы поймете в этой беде, что можете друг на друга положиться. Причем в любой ситуации. Как говорится, огонь, вода, медные трубы, все это пройдете. И это будет основой для по-настоящему крепких ваших отношений, понимаешь? Совет, знаешь, тебе нужно научиться удачу ловить. И все вот изменения в жизни использовать в свою пользу. Потому что я тебе объясню. Твой мужчина будущий, да, он любит что? Стабильность, планы. А жизнь постоянно подкидывает сюрпризы. Поэтому твоя задача научить его гибким быть. И научить его возможности там, где он проблемы видит, понимаешь?
Начинай изучать что-то новое прямо сейчас, там курсы какие-нибудь, тренинги, новые навыки, все это тебе пригодится. Когда вы встретитесь, у тебя очень много должно быть знаний и умений. Потому что, потому что, знаешь, ему важно, чтобы ты была не просто красивой, да, а полезной, как и он для тебя. Чтобы могла помочь там в делах, а не только там украшать его жизнь красивыми борчами. А еще готовься быть ученицей, потому что, знаешь, он тебя будет учить многому. Он тебя будет и планированию, и ответственности, и дисциплине, и вот это вот, когда никуда не опаздываешь, слово дед забыл, как оно называется. Пунктуальности, во. И этому не нужно сопротивляться и обижаться. Он, знаешь, он не будет хотеть тебя изменить. Нет, он будет хотеть сделать тебя лучше. И его советы, они реально тебе в жизни помогут. И самое главное, будь готова начинать все сначала. Потому что, знаешь, с таким мужиком жизнь скучной не будет, но и легкой тоже она не будет. Зато ты никогда не пожалеешь, что его выбрала, потому что он тебя сделает сильнее, сделает умнее, сделает увереннее в себе, понимаешь? Ну, тут мне нечего троечкам сказать. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И вот эти 3 колоды, которые сегодня были в раскладе, вы можете распечатать, можете продавать, если хотите. Я на авторские права не подам. Все авторские права у меня, никому я их не продал, поэтому не бойтесь ничего. Зарабатывайте. И помните, что дед всегда рядом.